Приветствую всех на канале Китайфак, и сегодня на обзоре будет новинка от компании Hyupar. Зеленый лазерный уровень Hyupar LS41G. Как всегда, приходит в фирменной коробке с указанием пройденных сертификаций и прочей информацией. Весь комплект укладывается вот в такой пластиковый кейс небольшого размера. Ничего особенного, снизу пластиковые петли с металлическими стержнями и сверху вот такие защелки с металлическими кольцами. Ручка у кейса имеет рельефную резиновую накладку. Итак, в комплекте механическая подъемная площадка, вот такая мощная поворотная тренога с микровинтом. Чуть попозже все рассмотрим поближе. Шнур и вилка для зарядки, провод USB и USB Type-C. Два вот таких аккумулятора с 4-ступенчатым индикатором. Сам прибор, магнитная мишенька, ну и как всегда инструкция на разных языках. Лазерный уровень Hyupar LS41G проецирует 4 вертикальных плоскости, пересекаясь на потолке, одну горизонтальную плоскость на 360 градусов, он строит ее снизу, ближе к полу, и также имеет полноценный отвес. Точка отвеса вниз, кстати, надо сказать, зеленая точка, а не красная, и вторая точка отвеса вверх находится на перекрестии двух вертикалей сверху, на потолке. Покупал я этот прибор за 7600 рублей, но в моменты акций его можно было купить значительно дешевле, где-то в районе 6000 рублей. Ссылку на этот прибор и все приборы, которые будут участвовать сегодня в обзоре, смотрите в описании под видео. Инструкция на разных языках, в том числе на русском. Здесь по большому счету все доступно описано, весь функционал и некоторые дополнительные функции, о которых я сегодня тоже расскажу. И вот здесь технические характеристики. У меня модель с зелеными лучами, класс лазера 2, длина волны лазера 505-520 нанометров, но эта длина волны соответствует LD лазерным модулям, то есть здесь стоят хорошие лазерные модули. Точность проецирования плюс-минус 3 мм на 10 метров, ну либо 0,3 мм на 1 метр. Точность точек, ну имеется в виду отвеса, здесь 1 мм на 1 метр. Диапазон выравнивания компенсатора плюс-минус 3 градуса, время самовыравнивания больше 3 секунд, но это также сегодня проверим. Рабочее расстояние 30 метров, расстояние с приемником от 40 до 60 метров. Время работы при всех включенных плоскостях LS41G около 5 часов. Здесь используются аккумуляторы 3,7 вольта, 5200 мАч, литий-ионные аккумуляторы. Зарядный порт Type-C, адаптер питания 5 вольт 1 ампер. Время зарядки около 5 часов. Здесь есть и та и другая резьба 1/4 дюйма и 5/8. Защита от пыли и влаги IP54. Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50. И диапазон температур хранения от минус 20 до плюс 70. Вот в принципе все характеристики, которые здесь указаны. Но сегодня в обзоре проверим его на точность, проверим толщину линий, разберем, посмотрим, как он устроен внутри, разберем весь функционал. В общем, как всегда, ролик будет насыщен и информация будет только по существу. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. В комплекте идут два аккумулятора на 5200 мАч. Здесь эта информация также прописана. Очень классно собранные аккумуляторы, это резиновые вставки. Но вообще хочу сказать, что Hyupar двигается в направлении дизайна схожего с DeWalt. Вот как знаете, у DeWalt 3D уровень, у него также крепятся батареи таким образом. И у Hyupar появляются очень схожие модели. Батареи крепятся очень классно, очень четко. Надо сказать, что у них сейчас появилась еще одна модель, но ее нет в продаже на Алиэкспрессе. Когда она точно появится, я не знаю. Вот сейчас можете видеть ее на экране. Она очень похожа на модель 3D от DeWalt. Дизайн очень схожий. Как говорил ранее, аккумулятор имеет 4 индикатора, то есть постепенно будут разряжаться и постепенно будут угасать индикаторы. Здесь находится гнездо для зарядки USB Type-C. То есть аккумулятор можно заряжать как отдельно от сети, но также его можно заряжать во время работы, когда он установлен в прибор. Аккумулятор, кстати, разбирается. Давайте посмотрим, что внутри. Я думаю, что там установлены стандартные баллоны 18650. Итак, вот я разобрал аккумулятор. Внутри, как и ожидалось, стоят два баллона 18650, то есть при желании их можно заменить. В принципе, в комплекте идет целых два аккумулятора таких. Их хватит реально на очень долго, и думаю, до замены дело не дойдет. Далее давайте поближе рассмотрим подъемную площадку. По большому счету она стандартная, вы ее скорее всего уже видели. Она присутствует в комплектах многих приборов. Ничего особенного. Крутите этот винт и площадка поднимается, опускается. В принципе, удобная очень вещь для напольных каких-то работ. Для установки небольшой высоты от пола идеальный вариант. Также в комплекте вот такая зеленая магнитная мишенька с ножкой. Тоже удобная штука для установки различных металлоконструкций. В том числе очень удобно для монтажа потолка типа Armstrong. Просто магнитите в разные места мишень на направляющие от потолка. Руки свободные, двигайте подвес и выставляете весь потолок в один уровень, на какую-то одну точку. То же самое ножка предназначена для пола. Ставите на пол просто и также смотрите всю поверхность пола и выводите ее на один уровень.
Вилка стандартная USB-шная. Технические характеристики вилки можете посмотреть здесь, кому интересно. Провод достаточно мягкий и не такой короткий. Следующая — это поворотная база. Здесь она совершенно абсолютно новая. Ни у одного прибора HuPar я еще такой платформы не встречал, да в принципе и у других уровней. Я считаю, она сделана очень круто, просто монолитным куском. Здесь обрезиненные ножки выкручиваются. Удобно именно, что они резиновые. На скользких поверхностях оно стоит уверенно, сильно не скользит. На плитке, на ламинате сама поворотная платформа очень четко прилегает, никаких люфтов. Она не шевелится. Очень плавно крутится. На мой взгляд, на сегодняшний день это одна из самых адекватных поворотных баз. Хороший отклик микровинта. Здесь еще такой момент. Становый винт 5/8 дюйма и по центру есть отверстие. Это сделано для того, чтобы можно было пользоваться отвесом у прибора. Также, кстати, можете заметить, что у базы широкое место посадочное. То есть, в принципе, оно должно налезать практически на любой штатив и также на платформу штанги. Также должно устанавливаться. Будет места хватать. Здесь есть пузырьковый уровень для пространственной установки. В общем, классная поворотная база, совсем необходима. Ничего лишнего здесь нет. И сам прибор. Сделан он, как всегда, на высшем уровне, как и остальные приборы от HuPar. Все четко. Я даже не вижу, честно говоря, основного шва, где скрепляются две большие части от корпуса. Сегодня я его разберу, посмотрим. Черная — это резина, зеленый — хороший толстый индустриальный пластик. Нижняя лапа, она, кстати, имеет такие укороченные ножки и сделана она из металла. Также здесь имеются резиновые пяточки. Это тоже позволяет при установке на скользкие поверхности более уверенно стоять прибору, не скользить. Сверху прибора клавиатура управления, кнопки H, V, включение, режим работы с приемником и два индикатора. Чуть попозже рассмотрим, за что они отвечают. Аккумулятор быстросъемный, вставляется очень хорошо, очень плотно. То есть вот до сюда он заходит свободно. Здесь уже нужно с усилием его защелкнуть. Тумблер включения. Ну, в общем, исполнение прибора, как всегда, на высоте. Не знаю, как вам, но мне прибор очень нравится. Давайте перейдем к функционалу. Итак, начнем с того, что прибор сейчас заблокирован. Кстати, компенсатор у него блокируется очень хорошо, ничего не болтается. В таком выключенном состоянии можно включить режим работы с заблокированным компенсатором для разметки под наклоном. Для этого зажимаем кнопку включения на несколько секунд, пока не загорится горизонтальная плоскость. Все, сейчас можно размечать что-то под наклоном. Линия будет мигать с дискретностью раз в 5 секунд. Это не напрягает, в работе не мешает. Это просто дополнительное оповещение, что вы находитесь в неком спецрежиме. Это не есть сам уровень. То есть вы размечаете какие-то наклонные линии. При включенном этом режиме дополнительно еще загорается красный индикатор сверху. То есть также для оповещения. В этом режиме можно включать и отключать горизонт и также управлять вертикалями. То есть первое нажатие включает только первую вертикаль спереди. Второе нажатие — дополнительную вертикаль справа под углом 90 градусов. Здесь же загорается уже точка отвеса вниз, если видите, вот зеленая точка маленькая. Кстати, на самом деле интересно, как это реализовано. Отвес выходит из отверстия посередине. Ну, по сути, отверстие посередине перекрывает модуль с цилиндрической призмой. Интересно, как они так сделали, но тем не менее такой функционал здесь доступен. Следующее нажатие на кнопку V активирует все 4 вертикали. Они расходятся под углом 90 градусов по отношению к друг другу и пересекаются на потолке. Но расхождение 90 градусов сегодня также проверим. Да, кстати, приехал мне уровень почему-то с разблокированным компенсатором. Шел он достаточно долго, в районе где-то 2-3 недель. И я боюсь, как бы это ни сказалось на точности прибора. Чтобы выйти из этого режима, можно либо включить прибор тумблером, то есть у вас все останется то же самое, только уже прибор перейдет в режим самовыравнивания. При наклоне будет издаваться вот такой резкий звук и будут также в таком же темпе мигать линии. Да, и возвращаясь к вопросу, как выйти из этого режима, вы можете либо включить тумблер и снова выключить, у вас прибор выключится, либо можете также удерживать кнопку включения несколько секунд, в районе пару-трех секунд, и прибор у вас выключается. Это что касается режима работы под наклоном. Режим автовыравнивания, тут также все просто. Включаете тумблер, все, компенсатор у вас устанавливается, сразу загорается горизонт, и все то же самое. Кнопка V одну вертикаль спереди включаете, следующее нажатие вторая вертикаль под 90 градусов, и следующее нажатие все 4 вертикали горят. Горизонт можно отключить. На самом деле алгоритм неплохой, можно выбрать практически любую нужную комбинацию. И давайте тут же посмотрим скорость установки компенсатора. Раз, два, три. Ну, в инструкции указано более 3 секунд. На самом деле, по моим ощущениям, это менее 3 секунд. Это очень хороший результат. Устанавливается прибор быстро в исходное положение. Режим работы с приемником включается как с заблокированным компенсатором, так и с разблокированным. То есть вот сейчас
режим автовыравнивания. Кратко нажимаете кнопку P, загорается синий индикатор и линия начинает гореть чуть тусклее. Все, в этом режиме можно работать с приемником. Приемник подходит вот такой 10-герцовый, также от компании Hyupar. У них есть еще другой приемник, он тоже должен подходить. То есть включаете приемник и работаете на более дальнем расстоянии до 60 метров на улице при солнечном освещении, когда луча вы не видите. То есть согласитесь, 120 метров в диаметре это довольно большое расстояние, можно разметить любой дачный участок большой формы. Еще такой момент. В этом приборе Hyupar LS41G заложен механизм самоотключения, но именно чтобы прибор окончательно выключился полностью, это работает только в режиме работы под наклоном. Вот как сейчас режим работы под наклоном включен, вы, допустим, выключили все плоскости, но сам прибор не отключили, у вас индикаторы горят еще, то каждые 30 секунд прибор будет пищать и сообщать вам тем самым, что вы забыли его выключить. А по истечению 5 минут бездействия именно в этом режиме прибор сам отключится полностью. То есть отключится энергопитание. Вот сейчас вы слышали этот звук, то есть он напоминает вам, что нужно прибор выключить окончательно. Но полное отключение прибора через 5 минут касается только, когда прибор у вас включен при заблокированном компенсаторе. С разблокированным компенсатором, то есть вот сейчас я компенсатор разблокировал, прибор также будет через каждые 30 секунд вам сообщать, что его нужно выключить таким одинарным сигналом. Но через 5 минут бездействия он полностью не отключится. То есть он будет пищать до тех пор, пока вы не подойдете и не выключите его полностью. Как говорил ранее, на аккумуляторе есть 4 индикатора разряда батареи. Очень удобно считывать. Заряжается аккумулятор в районе 5 часов. То есть с прибором можно работать также от розетки. Просто берете и в моменте работы, когда у вас здесь остается один индикатор, либо начинает мигать, то уже необходимо подключить зарядку. Подключайте зарядное устройство. В данный момент я сейчас подключил Powerbank. И как видите, батарейка начинает заряжаться. Когда полностью она зарядится, все 4 индикатора зеленых будут гореть постоянно. Прибор абсолютно хорошо работает. Но также, как вы помните, в комплекте 2 аккумулятора, и поэтому никаких сложностей здесь возникать не должно. То есть один аккумулятор у вас в работе, другой просто стоит на зарядке отдельно. Сейчас я опять поставил от Powerbank. Ну, давайте для чистоты эксперимента воткну еще в розетку. Итак, вот воткнул в розетку, все хорошо, аккумулятор заряжается. И давайте еще посмотрим, работает ли от розетки. Зарядка также пошла, все работает, все хорошо, все отлично. Заглушка на аккумуляторе сделана из мягкой резины. Очень плотно, четко закрывается. Здесь нареканий также никаких нет. Так, теперь давайте посмотрим толщину линий на разных расстояниях. Возьмем короткое расстояние метр, 5 метров и длинное расстояние 10 метров. Итак, на 1 метре сейчас в окна заходит солнце, в помещении очень ярко, линии отлично видно, толщина около 1 мм, можно сказать даже ровно 1 мм, что у горизонта, что у вертикали. Как помните, на горизонте стоит конусная призма, на вертикалях стоят цилиндрические призмы. По идее, от цилиндрических призм линия получается тоньше, но чем дальше используются конусные призмы, тем линия становится у них практически такая же по толщине, а то даже иногда и тоньше. Раньше стабильно у конусных призм толщина была выше, чем у цилиндрических, но на сегодняшний день все меняется. Давайте посмотрим на 5 метрах. На 5 метрах яркость линий также отличная, толщина чуть меньше 2 мм у горизонта, и у вертикалей абсолютно такая же толщина, чуть менее 2 мм. Линии с четкими краями, в общем никаких нареканий нету, классные линии. Давайте посмотрим на 10 метрах. На 10 метрах также отличная яркость и толщина выше всех похвал. Толщина линии в районе 3 мм на 10 метрах, это отличный результат. Вертикаль чуть потоньше, она где-то 2,5 мм, ну приблизительно плюс-минус то же самое. Как можете заметить, колебания практически отсутствуют, есть, но они очень маленькие. Я об этом говорил уже много раз, такие колебания присутствуют у всех лазерных уровней с маятниковыми компенсаторами магнитного типа. Это магнитное поле иногда так подергивается и передает эти вибрации на маятник. Маятник, соответственно, в свою очередь, все передает на линии. Такой эффект отсутствует только у электронных лазерных уровней с электронным компенсатором на сервоприводах. К примеру, как у Hyupar DT03CG. Теперь давайте проверим его на точность. Горизонт будем проверять, прогоняя по точке все сектора. Расстояние возьмем 10 метров. Как помните, погрешность у него плюс-минус 3 мм на 10 метров.
Погрешность у конусных призм считается в две стороны. Таким образом, максимальный разбег на 10 метрах между точками допустим в районе 6 мм. Кто не знает, как правильно рассчитывается погрешность, можете посмотреть на сайте laserlevel.ru. Ссылку оставлю в правом верхнем углу. То есть поставим первую точку и будем прогонять через точку все сектора, все 4 сектора. Линия должна везде проходить с допустимой погрешностью через эту точку. Вертикали проверим по ранее проверенному и очень, кстати, точному уровню. Это электронный уровень с сервоприводами с электронным компенсатором. То есть они по определению намного точнее, чем обычные уровни с маятниковым компенсатором. И по нему проверим вертикали. У кого нет проверенного уровня, проверяется вертикали очень просто по обычному нитяному отвесу. Процесс просто чуть подольше, нужно наводиться очень долго на нитку, но самый простой и самый надежный способ это, конечно же, проверять по нитяному отвесу. Итак, давайте начнем с горизонта, включая уровень и отмечаем первую точку. Итак, вот я отметил первую точку. Давайте поставим циферку 1. Теперь поворачиваем нивелир на 90 градусов и смотрим, как проходит второй сектор. Для этого поворачиваем прибор на 90 градусов. Можно по часовой стрелке, можно против часовой, неважно. И смотрим, как проходит второй сектор. Второй сектор проходит с небольшим отклонением. Вот здесь в районе миллиметра. Давайте посмотрим третий сектор. Для этого опять развернем прибор на 90 градусов. Третий сектор проходит также с маленьким отклонением, но тоже в районе миллиметра, точно не больше. И давайте посмотрим четвертый сектор. Еще раз разворачиваем прибор на 90 градусов. Четвертый сектор проходит также с небольшим каким-то отклонением в районе миллиметра. То есть горизонт отлично настроен, на 10 метрах это очень высокая точность. То есть по сути с такой погрешностью можно разметить 20 метров. 10 метров в одну сторону, 10 метров в другую сторону. И получается, что фактическая погрешность этого прибора плюс-минус 0,5 мм на 10 метров. Так, теперь давайте проверим вертикали. Для этого я включил вертикаль от Hupar DT03CG и включил первую вертикаль у Hupar LS41G. Давайте сопоставим их и посмотрим, как они проходят. Итак, я их сопоставил. Снизу вертикали сходятся в одну. Кверху есть небольшое расхождение, где-то в районе 1,5 мм, ну максимум 2 мм. Это так-то в допустимых нормах. Давайте посмотрим вторую вертикаль. Включаем вторую вертикаль. И также сопоставляем, также наведу друг на друга. Итак, вот вторая вертикаль, снизу они полностью совпадают, и сверху также они полностью совпадают. Друзья, тут нужно сказать, что здесь в Hupar LS41G каждая вертикаль живет своей жизнью, потому что на каждую вертикаль стоит отдельный модуль, то есть 4 модуля. Это не конусные призмы, поэтому нужно проверять каждую вертикаль. Давайте проверим третью и четвертую. Еще раз нажимаю на кнопку V и проверяем заднюю и вот эту вертикаль. Также давайте сопоставлю их. Итак, третья вертикаль снизу сходится. Все хорошо. И к потолку есть маленькое расхождение. Ну, где-то миллиметр, может даже чуть поменьше. То есть в этом ничего страшного нет. Это абсолютно в допустимых нормах. Давайте посмотрим четвертую. Для этого еще раз разверну прибор. Давайте смотреть. Так, и четвертая вертикаль идеально ложится в вертикаль Hupar DT03CG. В общем, вертикали также отлично настроены. Единственное, самое большое расхождение, около 2 мм, это у первой вертикали. Но, в принципе, это также в допустимых нормах, на 5 метрах, поэтому ничего в этом страшного нет. Давайте проверим угол 90 градусов между вертикалями. Да, друзья, на канале есть полноценный обзор вот этого электронного лазерного уровня Hupar DT03CG. Обязательно посмотрите его, очень классный уровень, много функций, которых нет у обычных маятниковых уровней. Я думаю, вам будет интересно. На канале вообще множество различных обзоров лазерной техники, не только уровней, дальномеров, поэтому переходите, смотрите, подписывайтесь и пишите комментарии. У лазерных уровней подобной конструкции, так же как ровным счетом и у бочонков, центральная ось проходит посередине через центр прибора. То есть вы крутите, и отвес у вас не меняется. Проверяется немножко по-другому, нежели как 3D уровни с конусными призмами. Там при повороте прибора на 90 градусов у вас смещается центр, и нужно каждый раз передвигать прибор и наводиться на точки. Здесь же проверяется проще, просто устанавливаете прибор и отмечаете точки на двух перпендикулярных вертикалях. Можно отметить на всех 4, если позволяет площадь. Вот, допустим, у меня в одну сторону где-то 2,5 метра, 2,4. В другую сторону, вот длинная сторона есть у меня.
7,5 метров. Этого вполне достаточно для проверки такого показателя. Хотя, еще раз повторюсь, как я говорю во всех видео, это не заявленная характеристика, и нигде в технической спецификации вы не найдете такую строчку, как точность расхождения угла 90 градусов между вертикалями. Ее я проверяю чисто ради интереса, специально для вас. Итак, давайте отметим точки, и потом просто будем поворачивать прибор вокруг своей оси и совмещать новые вертикали с предыдущими точками. То есть они должны попадать с допустимой погрешностью в эти же точки. Итак, вот я отметил точки, это ближняя точка и это дальняя точка. Теперь давайте повернем уровень на 90 градусов. Просто поворачиваем прибор на 90 градусов, включаем все вертикали и сопоставляем точки с вертикалями. Здесь очень важная ремарка: нельзя прибор передвигать, то есть он должен стоять на одном месте четко, строго. Если чуть прибор сдвинулся, нужно начинать все заново. Итак, давайте сейчас я наведусь на точку, на одну, и посмотрим, как проходит вторая вертикаль через вторую точку. Итак, с помощью поворотной базы и микровинта я, кстати, довольно быстро настроился. Действительно плавный поворот, отлично, мне база вообще очень нравится. Давайте посмотрим первую точку. Вот так навелся на ближайшую точку, и давайте теперь посмотрим, как проходит линия через дальнюю точку. На дальней точке есть небольшое отклонение в районе 3 мм, но, друзья, поверьте, это действительно небольшое отклонение на таком расстоянии. Давайте посмотрим следующий сектор. У таких уровней, где стоят 4 излучателя на 4 вертикали, нужно проверять угол 90 градусов между всеми секторами, то есть 4 сектора получается, так как они не взаимосвязаны, как, допустим, конусная призма, то есть у вас вся плоскость, там можно проверить только один сектор, если все нормально, то есть с другими будет все хорошо. Здесь нужно проверять все по отдельности. Итак, давайте еще раз поверну на 90 градусов и проверим следующий сектор. Сейчас наведусь и посмотрим. Итак, я навелся, давайте смотреть. Так, это ближняя точка. И на 7 метрах есть также небольшое отклонение, но чуть меньше, чем первое. Здесь в районе 2 мм. Отличный результат. Давайте посмотрим последний сектор. Для этого еще раз разверну прибор. Это первая ближняя точка. И на дальней точке есть также расхождение. Здесь оно чуть побольше, в районе 4 мм. Но, друзья, это опять же на таком расстоянии все в допустимых нормах. Для незаявленной характеристики это удовлетворительный показатель. Так, теперь предлагаю его разобрать и посмотреть, как он устроен внутри и что предлагается по юстировке. Итак, для разборки снимать нижнюю лапу не обязательно, но давайте я сейчас все равно ее сниму, посмотрим, как устроен нижний модуль, посмотрим, откуда берется отвес. Для этого нужно снять вот эту нижнюю лапу. Итак, вот таким образом это все устроено. Крепится нижняя башня мощная металлическая через вот такую прокладку. Здесь также в ней есть такой же лобок. То есть, в принципе, защита от пыли и влаги сделана на хорошем уровне. Нижний горизонт настраивается, соответственно, вот этими 4 болтами. Ну и также используются вот эти 4 болта. Они сейчас все залиты специальным лаком, чтобы при вибрациях они не раскручивались. После того, как настраиваете положение этого модуля, также рекомендую смазывать все юстировочные болты обычным лаком для ногтей. Стекло в башне также вставляется в дополнительную прокладку, вот сверху она идет, также вставляется в такой желобок. И снизу, как можете видеть, вклеено затемненное стекло для прохода отвеса. Отвес устроен таким образом. Это какое-то ноу-хау, я такого еще не видел. То есть вот в верхней этой крышке сделано отверстие, маленькое отверстие. И получается, что сама призма имеет усеченный конус. И по центру у нее есть также отверстие сквозное. На самом деле интересное решение. Такое ощущение, что Hyupar использовал такое решение первым. Больше ни у кого я такого не видел. Так, давайте сейчас я прикреплю лапу обратно и разберем прибор. Чтобы разобрать прибор, нужно выкрутить 4 болта вот эти на днище. Здесь понадобится отвертка с длинным жалом. До этих двух болтов можно добраться через вот эти технологические отверстия. А чтобы добраться до этих двух болтов, нужно вынуть вот эти резиновые пятки. Они довольно просто достаются, можно с другой стороны на них нажать, и они выйдут. И просто раскручиваем корпус. Ну давайте еще заодно снимем батарею на всякий случай. Хотя она должна оставаться на месте. Все, когда выкрутили эти шурупчики, просто снимаем верхнюю крышку. Ее абсолютно ничего не держит. Но опять хочу сказать, у Hyupar разборка, как всегда, очень удобная. То есть прибор остается полностью рабочим. Можно подключить его к электропитанию. Остается полный доступ ко всем излучателям. Можно включить прибор.
и настраивать. То есть, согласитесь, это очень удобно, не нужны никакие танцы с бубнами. Внутри сам скелет, на котором держится весь компенсатор, сделан из металлических стоек. Это также очень хорошо, потому что в основном у других производителей они пластиковые. Это более надежная конструкция. Магнитный дефер у него находится с двух сторон. Вот здесь магнит и вот здесь магнит. То есть они поглощают излишние колебания маятника, и тем самым он быстрее устанавливается. Все электронные компоненты также аккуратно, все четко сделаны. Что касается настройки, если мы говорим о настройке всего маятника, положения всего маятника, то здесь также присутствуют два винта. Это продольный вот этот под шестигранник, не знаю, видно вам или нет, и такой же болт под шестигранник для поперечного смещения маятника. То есть перемещаете его в теле маятника, и от этого у вас меняется установка маятника. Здесь все то же самое, как и у других уровней. К примеру, закручиваете этот болт внутрь маятника, с той стороны он начинает давить больше, соответственно выдавливает как бы маятник, и эта плоскость горизонтальная у вас начинает подниматься с этой стороны, с той стороны соответственно опускаться. Выкручиваете болт, соответственно здесь он уже давит сильнее и как бы загоняет маятник туда, то есть соответственно плоскость у вас здесь опускается спереди, сзади поднимается. Соответственно, поперечный болт отвечает за вот это положение горизонтально. Ну и также вертикалей, завязанных на том или ином положении. Сами вертикали, каждый излучатель настраивается по отдельности вот этими маленькими шестигранничками. Раз, два, три, четыре. И здесь вот еще они утоплены, 5-6, здесь их не видно. 6 такими маленькими болтиками под шестигранник. Они есть практически у всех, но только вот у первого излучателя здесь сбоку по одному шестиграннику и 2 на подворот плоскости. То есть их тут 4. Грубо говоря, вот эти два шестигранника держат сам излучатель и могут его подворачивать в эту или в эту сторону, вот так вот, всю плоскость. Вот такой крен у вас меняться не будет. То есть плоскость будет именно перемещаться сюда. Это можно использовать для настройки угла 90 градусов. Вот эти два маленьких шестигранника, которые утоплены, они отвечают именно за подворот плоскости вертикали. Вот в этом положении. То есть вы здесь подкручиваете, здесь чуть-чуть выкручиваете, здесь зажимаете. Плоскость у вас немножко пойдет в эту сторону. Ну и наоборот. И такой принцип заложен на всех излучателях. Здесь на стержень излучателя просто приходится по два шестигранничка, но принцип остается тот же. У каждого еще модуля на торце есть вот еще такие маленькие шестигранники. Я не знаю, видно вам опять же или нет. Вот они. Они отвечают уже за положение непосредственно призмы по отношению к излучателю, который выдает луч, изначально который проецирует точку. Потом эта точка попадает на эту цилиндрическую призму и уже получается линия. И если вот эта призма стоит не строго перпендикулярно к этой исходящей точке лазерной, то у вас будут образовываться смайлы, дуги такие. Они могут быть совсем маленькие, то есть смайл может улыбаться, либо грустить. И то есть вертикаль у вас будет такой дугой. То вот этот смайл как раз лечится вот этими двумя маленькими шестигранниками. С первого взгляда вроде настройка не такая сложная, но именно у подобных уровней такой оптической схемы, где 4 излучателя на каждую вертикаль, такая схема у всех бочонков встречается, ну и здесь то же самое. Здесь сложность заключается в том, что вы можете настроить угол 90 градусов между двумя вертикалями идеальный, можете идеально настроить там одну вертикаль, вторую вертикаль, чтобы они тоже идеально показывали, но непосредственно на потолке с двумя другими вертикалями хвосты у вас могут расходиться, то есть совсем чуть-чуть, и вы никогда не сможете попасть так, чтобы они были друг на друге, чтобы была одна линия. Здесь кроется вся сложность, потому что на самом деле, если будут смайлы, допустим, у этого излучателя и противоположного у этого, то выяснить, в какую сторону смайлы без специального оборудования, без коллиматора просто нереально невозможно. У этой призмы может быть смайл какой-то, у этой наоборот крен и небольшой смайл. Тут очень много вариаций, и так просто угадать, либо вычислить, но это действительно очень сложно и практически нереально. Поэтому если говорить о настройке, то с одной стороны вроде бы все просто, а с другой стороны сверху у вас могут вертикали расходиться, и вы никак не сможете поймать нужное положение. В остальном же все сделано очень хорошо, все удобно, все видно. Доступ ко всем юстировочным винтам обеспечен полностью. В общем, друзья, отличный прибор, абсолютно стоит своих денег, прекрасная сборка, идеальное сопряжение деталей, классные аккумуляторы, действительно неплохая поворотная база, полноценный лазерный отвес, горизонт 360 градусов, 4 вертикали, есть режим работы с приемником, режим под наклоном, удобный алгоритм переключения плоскостей, удобно разбирается, ремонтно пригоден, подлежит юстировке. В двух словах, хороший качественный лазерный уровень. Повторюсь, я его брал за 7600, цена, конечно, такая предельная, но если купить его за 6000, то это классный
классный, отличный вариант для работы на каждый день. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому прибору, нужен ли он вообще с такой оптической схемой, либо только 3D и 4D с конусными призмами, остальные уровни сейчас не признаются. Мне интересно ваше мнение, поэтому обязательно пишите в комментариях. На этом все. Если видео было полезным, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем добра, пока-пока.